Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск видеоподкаста Russian Progress, подкаст для изучения русского языка натуральным способом через прослушивание интересного, увлекательного контента на русском языке. И если вы не изучаете русский язык, то тоже милости просим, пишите комментарии, общайтесь, потому что здесь в основном иностранцы. Если вы хотите найти себе языкового партнера, то пишите в комментариях. Я знаю, что многие и русскоязычные меня смотрят. Сегодня в этом выпуске подкаста я хотел бы рассказать вам о своей поездке на Кавказ. Если вы подписаны на инстаграм проекта и на мой инстаграм, вот тут, то вы уже знаете, что я был на Кавказе, я посетил Северную Осетию, город Владикавказ, потом я поехал в Чечню, в Грозный, и потом я поехал в Дагестан, город Махачкала и Дербент. Это было очень интересно, очень необычно, и сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну и по традиции начинаем мы выпуск подкаста с шатаута спонсором на Патреоне, новым спонсором, и это у нас Каролин, Йоан, Джон, Герри, Мейсон, Дориан, Айлин, Марта, Катажина, Шарли, Габриэль, Серхио, Мэтью, Маргарита, М, Томас, Дилетта, Анна. Кстати, да, я обычно так уверенно читаю ваши имена, но, скорее всего, я ошибаюсь в 50% случаев, так что извините, если я неправильно прочитал ваше имя, но выражаю вам огромную благодарность, что вы поддерживаете проект, что вы пользуетесь этими материалами. Если вы тоже хотите подписаться на Patreon, то ссылка будет в описании и вот тут. Там я выкладываю транскрипции к каждому выпуску, к этому тоже, очевидно, будет транскрипция с переводами сложных слов. Вообще этот выпуск, скорее всего, будет очень длинным, потому что впечатлений очень много, и поэтому вы можете либо смотреть это видео, этот подкаст в формате видео, либо вы можете его слушать на ходу. Видео хорошо тем, что вы видите мою мимику, жестикуляцию, вы как-то визуально вам проще воспринимать язык, плюс я вставляю какие-то там видео со своего того же путешествия, а аудио хорошо тем, что вы можете это делать на ходу, соответственно, вы можете куда-то идти, ехать, что-то делать, заниматься уборкой, мыть посуду, заниматься спортом и так далее. То есть в любое время, когда вы заняты физически, но не ментально. Так что, да, используйте любой подходящий вам способ изучения русского языка, ну и пользуйтесь обязательно текстом, который позволит вам перевести все незнакомые слова, подчеркнуть какие-то фонетические аспекты и так далее, да, то есть на Патреоне вы можете найти файл PDF, вы можете его распечатать и в очень таком интенсивном формате поработать над текстом. Так что да. А сегодня я расскажу вам про свое путешествие на Кавказ и вообще, почему я решил туда поехать. Потому что на тот момент я находился в Краснодаре, и это, кстати, тоже считается Кавказ, но атмосфера там, как в любом другом, наверное, русском городе, потому что там население преимущественно русское, что и в Ставропольском крае, что и в Краснодарском. Там в основном живут русские, поэтому ты не чувствуешь, что ты прям на Кавказе. Ну а я решил поехать вот именно туда, где живут другие уже народы, то есть осетины, чеченцы и дагестанцы, имеется в виду, в Дагестане очень много народностей, мы об этом поговорим, но, в общем, где уже другая культура, другие традиции, я хотел вот это все увидеть. Ну и, конечно, я хотел посмотреть города, потому что кто-то, возможно, из вас уже знает, я интересуюсь урбанистикой, и несмотря на то, что на Кавказе, конечно же, нужно прежде всего смотреть природу, и особенно летом, я поехал смотреть города, потому что, все-таки, да, сейчас не самое подходящее время, чтобы смотреть природу, и мне интереснее просто города. Вот. Но, возможно, летом я вернусь и посмотрю еще природу. Так вот, я был в Краснодаре месяц, в феврале, и такой подумал, так, куда бы мне поехать, чтобы было и тепло, и что-то новое.
Ну, и я подумал, что в Сочи я был, в Крыму я был, и остается у нас Кавказ. Чтобы не ехать за границу, я вот решил поехать на Кавказ, потому что сейчас, по-моему, 30 стран уже открыты для России, то есть можно и в Грузию, и в Армению, и в Азербайджан поехать, и в некоторые страны на Балканах, там Сербия, Черногория, ну и там Латинская Америка и так далее, в общем, не суть. Ну и все, я взял билет, дождался этого момента, то есть за неделю до поездки я взял билет во Владикавказ, это столица региона Северная Осетия, также его называют Алания, и вот я решил посмотреть, что это за город, взял ночной поезд, то есть я там 9 часов, по-моему, ехал на поезде на ночном, и это очень удобно, я обожаю вот это ощущение, когда ты ложишься в купе, и тебя просто поезд укачивает, ты засыпаешь и просыпаешься уже в новом городе. Просто офигенное ощущение. Билет стоил, по-моему, 2500 рублей. Вот, я переведу в доллары, потому что у меня плохо с математикой. Вот, и, собственно, приехал я во Владикавказ, ну и первое, что я увидел нечто новое и необычное, потому что сразу же, когда ты выходишь из вокзала, ты видишь, перед тобой открывается вид на горы. И вообще, почему я решил именно во Владикавказ поехать? Потому что я видел просто вот эти невероятно красивые картинки из Владикавказа, где ты идешь по главной улице, и над тобой просто надвисают вот так вот горы. Это очень красиво, и вот я решил увидеть это все своими глазами. Ну и вот, приехал, пошел немножко прогулялся по городу, попал на какой-то базар. В общем, это все так колоритно было, необычно. На улице я в основном видел кавказцев, то есть русских было довольно-таки мало. Ну и все, собственно, я дошел до своего места проживания, я забронировал, как обычно, квартиру на Airbnb. Я всегда пользуюсь Airbnb, потому что это удобно, ты просто там выбираешь жилье, приходишь, тебе дают ключи, и все. В моем случае в Владикавказе это было не совсем так, потому что мне не только вручили ключи, мне еще примерно час рассказывали, что тут посмотреть, куда съездить, что попробовать, где поесть и так далее. Это было все очень интересно, рассказали там историю этого места, о местном народе и так далее. В общем, это было прикольно, это было очень приятно, народ очень гостеприимный, и вот это мое первое впечатление. Ну и вот, в общем-то, Владикавказ сам по себе город довольно спокойный, как мне показалось. Первый день, когда я там гулял, практически никого не было на улицах, то есть было довольно пустовато. Не знаю, возможно, это связано с тем, что большую часть времени я провел в своей жизни в Новосибирске, также жил в Питере, где всегда очень много людей, и мне непривычно видеть отсутствие толп народу. Напомню, что сейчас в России у нас можно гулять по городу, можно перемещаться свободно. Единственное, тебе нужно носить маску в помещении. На улице можно без маски ходить, но просто, видать, населения не очень много во Владикавказе, там 300 тысяч, плюс оно убывает, и из-за этого, мне показался город довольно пустоватым. Также, что я заметил, Владикавказ очень исторический город, несмотря на то, что он в таком довольно полуразрушенном, скажем, состоянии, то есть там, вот эти здания, много заброшенных зданий, некоторые здания прям нуждаются в ремонте, но все равно очень много осталось истории, очень много исторических зданий, дореволюционных, поэтому гулять по вот этим вот улочкам очень приятно, и, конечно же, вот этот вид на горы — это что-то невероятное, то, что обязательно нужно посмотреть. Ну и такая особенность этого региона — это то, что там местное население, то есть осетины, они православные, и, соответственно, там есть осетинская православная церковь. Я туда не зашел, потому что я думал, что это, обычная православная церковь, и, таких тысячи просто в России, я такой, ладно, не буду туда заходить, но это оказалась именно осетинская православная церковь, и, то есть, да, это интересно, то, что там
православия, хотя это Кавказ, то есть не все даже знают об этом. Местное население говорит в основном на русском, ну и опять же я не сказал, что на Кавказе вообще в целом все на русском, то есть все надписи, все указатели, все на русском языке, и такое впечатление, которое у меня было, это то, что когда ты приезжаешь, особенно в Чечню или в Дагестан, ты как будто оказываешься в другой стране, но при этом все сервисы, все привычные тебе какие-то вот эти указатели, о которых я говорил и так далее, то есть инфраструктура вся русская, но культура другая. И это супер интересно. Так что вот, это тоже такое впечатление. Никуда природу смотреть я не ездил, потому что это было дорого, ну, если бы я один поехал, ну, а машину я не брал, ну, потому что у меня есть права, но я не вожу уже много лет, точнее, я никогда не водил. Короче, я просто погулял по городу, посмотрел его, первый день было пасмурно, потом немножко появилось солнце, но и в целом город мне понравился. Мне он понравился, и я рекомендую туда съездить. Так, вроде ничего не забыл про Владикавказ. Ну и все, в общем, там я пробыл 3 дня, дальше я отправился в Грозный. Ну и когда я ехал в Грозный, уже вот это напряжение немножко нарастало, потому что о Чечне особенно у нас очень много, ну, опять же, вот этих стереотипов, что там супер опасно и так далее, из-за войны, которая была сначала Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, которая там в 2000 году закончилась. Ну и вот, я не знал, какое там отношение к русским, и вообще не знал, чего ожидать. Но я решил выйти из зоны комфорта, скажем так, посмотреть, вообще прогуляться там. Ну и в целом я, конечно, разрушил все эти свои стереотипы. Приехал я в Грозный где-то за часа 3. По-моему, 3 часа я ехал на чем я ехал? На автобусе или на маршрутке? Уже не помню, на чем я ехал. Но, короче, добрался я туда довольно быстро. Когда я проезжал Ингушетию, то есть там у нас Северная Осетия, дальше Ингушетия, и дальше у нас Чечня. Так вот, когда ты заезжаешь в Ингушетию, там уже полицейские стоят просто с автоматами. Вот, и ты такой, типа, блин, нифига себе, тут все очень серьезно. Ну и вот, и да, кстати, я забыл еще рассказать про Беслан. Я также заехал в Беслан, это город неподалеку от Владикавказа, где в 2004 году произошел теракт, в котором пострадали, точнее не пострадали, а погибли 333, по некоторым источникам 334 человека, в основном дети. Теракт, в котором захватили школу и держали там людей на протяжении 3 дней. И вот это здание школы, его законсервировали, его оставили в таком состоянии, в котором оно было, то есть с следами пуль, все разрушенное. Ну и, конечно, это очень жуткое такое место. Я также прошелся именно внутри самой школы, то есть там был спортивный зал, который открыт, и также я там прошелся по этой школе. Ну и это, конечно, кошмар вообще, что такое возможно и что такое делают люди. И дальше я поехал в город Ангелов, так называемый, это кладбище, где захоронены вот эти люди, вот эти дети, которые пострадали, которые попали в этот ужасный теракт с 1 по 3 сентября 2004 года. Ну и дальше я поехал в Грозный. Впечатления были... Ну, во-первых, это очень колоритное место, это очень необычное место, потому что там везде портреты Владимира Путина, Рамзана Кадырова и Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров — это действующий глава Чеченской Республики, а Ахмат Кадыров — это его отец, который тоже возглавлял Чеченскую Республику до теракта, в ходе которого он погиб. Вот.
Ну и, собственно, да, везде там вот эти портреты, и там даже проспект Путина, главная улица — это проспект Путина. Ну и вообще сам город Грозный, очевидно, очень современно выглядит, потому что в ходе чеченских войн он практически был стерт с лица земли, он был уничтожен, и вот его только в начале 2000-х отстроили заново, и сейчас это вполне комфортный, аккуратный город. Ну, преимущественно там частный сектор, но есть несколько высоток вот этих, и есть вот эта главная мечеть, ну и несколько зданий, которые еще остались, и так далее. В общем, город небольшой, 300 тысяч населения, но, в принципе, комфортный, там есть всякие заведения, есть забавный KFC, a.k.a. Крипси у них там местный свой, потому что, возможно, там какие-то санкции, не знаю. Но, кстати, все сервисы работают, Apple Pay, карты, Сбербанк, понятно, то есть все работает, Airbnb работает, Booking работает, так что в этом плане никаких ограничений вообще нет. Ну и в целом ограничений никаких нет. То есть я свободно там гулял, перемещался, никаких косых взглядов, никакого напряжения. Короче, все было окей. Гулял, исследовал вот эту, зашел в эту мечеть, ну, там все современное. Ходил также в православный храм, и там везде, короче, ходят люди с автоматами, чтобы контролировать ситуацию. Ну, короче, место интересное. Квартира была в самом центре, оттуда открывался прекрасный вид. Также в Чечне запрещено распитие алкоголя, то есть алкоголь там нигде не продается, ни в продуктовых магазинах. Как там говорил один таксист, можно там взять где-то в большом продуктовом магазине с 8 до 10, то есть только утром, но при этом могут брать только русские. То есть если ты чеченец, у тебя полиция может конфисковать, забрать алкоголь и выписать тебе штраф. Вот, короче, там все строго. Ну и понятно, там уже ислам, там уже мусульмане, поэтому свинина никакая там тоже не продается. Пробыл я там 2 дня, потом я поехал, я ждал свою сестру, ко мне присоединилась сестра, но я не хотел, в общем, долго останавливаться в Грозном, потому что, ну, я все там уже обошел, в принципе, там, кроме частного сектора, уже ничего мне не осталось исследовать, поэтому я решил поехать на день в Махачкалу. Это уже Дагестан, и это уже немножко другие порядки. Там уже, ну, и мусор какой-то, и люди, ну, как-то более, не знаю, расслабленные. Потому что в Чечне как-то, ну, все равно довольно-таки строго. Хоть и люди, ну, у меня не было никаких проблем, но там ощущается вот этот вот контроль. А в Дагестане уже как-то все более на расслабоне. Ну и вот, ехал я 3 часа, и на маршрутке, маршрутка стоила всего 250 рублей, приехал в Дагестан, и вот когда я ехал в Махачкалу, я думал, что, ну вот там, наверное, будет сейчас полный хаос, будут ездить, короче, дагестанцы на приорах и стрелять просто в воздух, но нет, на самом деле все было супер мило, спокойно, приятно. Приехал я в Махачкалу, заселился, также квартиру нашел на Airbnb, вообще без проблем, ну и пошел гулять по городу. Город очень приятный, уютный, симпатичный. Понятно, что там много самостроя, много всяких пристроек, там и балконы пристраивают и прочее. Но в целом город, в нем больше истории, чем в Грозном, потому что он так сильно не пострадал. И там очень много советской архитектуры, очень много чего-то дореволюционного, планировка сама по себе приятная, то есть он такой компактный город. Ну и когда я приехал, я как раз-таки попал на молитву. Я, честно, не помню, как это называется, когда вот эта главная молитва. Я, в общем, загуглю и напишу. Но, в общем, суть в том, что это было очень атмосферно, необычно. И вообще кайф, что в России мы можем застать и православное, и мусульманское, и буддистское. То есть много разных религий в России, много разных культур. И это очень интересно исследовать. И тебе даже не надо выезжать за границу для этого. Вот, везде висит российский флаг наряду с местным флагом, и ты понимаешь, что это Россия, это твоя страна, и вот эти люди — это твои земляки, это твои сограждане, и это супер интересно. Вот, гулял я по Махачкале. Махачкала — это
Очень приятный город, очень современный во многих отношениях. Махачкала уже более живой город, то есть там больше людей, больше населения. Таксист там сказал, что там около миллиона населения, ну, на самом деле около того. И мне понравился вот этот главный их проспект, понравилась набережная, понравились заведения местные, ну и вообще очень приятные, милые люди. Везде все, кстати, говорят по-русски, то есть если в Чечне ты слышишь в основном чеченский язык, так как у них там большая часть населения чеченцы, и они между собой говорят на чеченском. Ну и русских там довольно-таки мало. Но уже в Дагестане, так как там очень много разных народностей, национальностей, языки очень сильно отличаются. Там, кстати, 14 официальных языков в Дагестане. И таксист вот мне как раз рассказывал о том, что они не всегда понимают друг друга. То есть если каждый на своем языке будет говорить, то они друг друга не будут понимать. Поэтому они все используют как такой общий язык, русский, все говорят на русском между собой. Ну и там уже чувствуешь себя как бы больше как дома, потому что, по крайней мере, ты слышишь русскую речь. В Дагестане, то есть в Чечне было, ну, так колоритно, необычно, то, что ты порой не понимаешь вообще, что, ну, люди говорят, и как будто ты реально за границей. Хотя, конечно же, все знают русский язык, ты всегда при обращении к людям всегда тебе ответят на русском. Вот. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну и вот, в общем, я был в Махачкале, прогулялся там, заночевал, переночевал, ну и поехал обратно в Грозный встречать сестру, потому что она прилетала в Грозный. Приехала сестра, мы с сестрой гуляли, исследовали Грозный, в принципе, мы там за полдня его, да даже за несколько часов обошли, ну и все, там уже ждали, когда мы поедем в новый город, а поехать мы собирались в Дербент. И Дербент — это уже самый южный город. Я, кстати, эту информацию всю подтянул немножечко на канале Russian from Russia. Если вы не подписаны, то заходите, подписывайтесь. Там вот недавно было опубликовано видео про Дагестан, и вот там я посмотрел. В общем, можно подчеркнуть некоторую информацию, что, например, это самый южный город в России, это самый старый город России, ну, если не учитывать Керчь. Дербент очень старый город, и там есть старая вот эта историческая крепость. Тоже он находится на Каспийском море. Прекрасные, замечательные виды, просто как на Фарерах. Посмотрели мы эту крепость. С погодой, кстати, было не очень. Какой-то снег там уже шел. Но в целом мы были тепло одеты, так что... И вообще мы из Сибири с сестрой, поэтому нам морозы нипочем. К сожалению, много времени у нас не было там в Дербенте, я по самому городу особо не погулял, то есть мы успели посмотреть эту крепость, ну и обратно мы на Блаблакаре поехали обратно в Грозный. Сразу не удалось, к сожалению, поехать именно в Грозный, нам пришлось сначала делать пересадку, потому что там в Блаблакаре почему-то нас отменили. Вот, так что вот, мы съездили... Блять, я уже заебался говорить. Короче, посмотрели Дербент, поехали обратно на Блаблакаре, пришлось сделать пересадку, мы сначала доехали до Махачкалы, и потом какими-то там успехами кое-как мы договорились, что мы доедем дальше до Грозного, там чувак уже просто выехал за город, мы там позвонили, типа, чувак, не уезжай, все, мы сейчас подъедем, поехали на такси, потом на такси его еще долго искали. В общем, в итоге сели и восьмером просто поехали дальше до Грозного. Доехали до Грозного, заселились, переночевали. И на следующий день уже полетели я в Новосибирск, сестра в Москву. Какие впечатления? Вообще я разрушил, конечно, вот эти стереотипы свои о том, что это опасное место, что... люди там опасные и так далее. Никаких проблем за все время путешествия у меня не было. Люди были отзывчивые. Такси, кстати, работало как часы. Опять же, вот эти все сервисы, которые работают в России, в основной России, также абсолютно с таким же успехом они есть и в Осетии, и в Чечне, и в Дагестане. Поэтому путешествовать там очень удобно. Есть и удобные... Вот этот сайт Туту, на котором я покупаю билеты на автобусы и поезда. Есть Дубльгиз, карты, которые я использую. И, пожалуйста, можно ездить, перемещаться
только надевай маску. Там еще, кстати, рядом с Дербентом вообще буквально в пешей доступности находится Азербайджан, новое государство, но так как мне нужно было вернуться в Грозный, чтобы проводить сестру, я не заехал в Азербайджан, хотя можно было бы, наверное, там достаточно сдать тест на коронавирус, и все, и милости просим. Но заеду в другой раз. В принципе, мне этих впечатлений хватило. Поездка очень крутая, рекомендую этот маршрут. Но и обязательно, когда поедете на Кавказ, заезжайте в горы, смотрите природу, смотрите всякие озера и разрушайте стереотипы. На этом на сегодня все. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк. Заходите на Patreon. Еще раз благодарю всех спонсоров, которые там уже подписаны. Сейчас на настоящий момент там 210 человек. Это очень круто. В дополнительном выпуске подкаста я расскажу вам... О чем я вам расскажу? О чем-то я вам расскажу. Самые сложные слова разберу из этого выпуска. И мы с вами услышимся в следующих выпусках подкаста. Пока. Подписывайтесь на Инстаграм, потому что уже завтра я еду в новое путешествие. Бум.